Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Без работы тяжело, но мы трудностей не боимся. Люблю творческие эксперименты. Думаю, что и вы тоже. Именно поэтому вы и смотрите это видео. Постоянные зрители помнят, как мы спасали из мусорной корзины мелкие лоскутки и узкие полоски ткани, нашивали их на полоски клеевого флизелина. И получились у нас замечательные заготовки – длинные лоскутные ленты. Вариантов их применения и использования может быть очень много. На канале уже есть несколько видео с такими изделиями. А для сегодняшней работы понадобятся ленты длиной 32 сантиметра. Девочки, все размеры мои. Вы когда будете шить, ориентируйтесь на свои изделия и свои задумки. Вы же знаете, что я всегда стараюсь облегчить задачу. В качестве основы возьмем куски клеевого флизелина. У меня это квадраты 22 на 22 сантиметра. В них проведем диагональ и нарисуем вспомогательные линии. От этой диагонали по обе стороны на расстоянии 4 сантиметров. А дальше все просто. Посередине укладываем нашу цветную лоскутную ленту. Из двух длинных сторон обошьем ее полосками светло-голубой ткани шириной 7 сантиметров, длиной 25 сантиметров. При работе за швейной машинкой смотрим на вспомогательные линии. Самое главное – не выходить за их границы. Естественно, что шьем сразу же весь массив заготовок гирляндой. Нитки стараемся не обрывать. Прошили одну деталь, переходим к следующей. Когда обшили один край цветной лоскутной полоски, переходим к другому. У меня немного не хватило очень светлой голубой ткани, пришлось продолжение подбирать из того, что было. Получилось немного темнее. Но это лоскутное шитье, такой ход вполне допустим. Сам себе дизайнер, сам себе творец. А стандартов на творчество еще не придумали. Когда зафиксирован центр, утюжим наши заготовки. Вот она, вся прелесть работы с клеевым флизелином. Прямо как в том анекдоте, когда в песочнице играет маленькая лысая девочка с огромным бантиком на затылке. И на вопрос, как у тебя бантик держится, она отвечает, а как прибили, так и держится. Вот мы тоже, как проутюжим, так и будет держаться. В наших заготовках остается только закрыть углы. Возьмем полоску ткани темно-синего цвета шириной 10 сантиметров.
Из нее выкроем прямоугольные треугольники. Удобно пользоваться широкой линейкой 15 на 15 сантиметров. Половинка ее как раз нужный нам треугольник. Эта деталь у нас выкроена с запасом, поэтому шьем спокойно. Закрываем уголочки. Сначала один, потом другой. Когда все закрыто, обязательно проутюживаем и все тщательно проклеиваем. После этого приступаем к очень ответственной операции. Подравниваем. Нам надо проверить, чтобы все линии пересечений начинались на одном расстоянии от угла. И вот уже после этого можно приступать к выкладыванию узора. Можно достичь очень интересных оптических эффектов. Смотрите, берите себе на заметку. Вариантов может быть очень много. Я уже работала с этими заготовками. Посмотрите, как может выглядеть это полотно с разными способами раскладки. Но мне захотелось попробовать именно такой ступенчатый вариант. Эту центральную часть я шила чуть раньше, в прошлых видео. А теперь будем увеличивать размер этой заготовки. Для этого сошьем вместе в длинные ленты наши новые заготовки. Естественно, следим за направлением и наклоном полосок. А уже потом длинную готовую полосу пришьем к большой детали. И получилось у нас очень интересное лоскутное полотно со сложным геометрическим узором. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею и показала самую простую технологию выполнения, доступную новичкам. Естественно, работу с этой заготовкой я еще продолжу. Так что, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!